Данное видео будет полезно для новых игроков в игре Path of Exile 2. Расскажу о храме хаоса, для чего он нужен и как его пройти. Нужен он нам для фарма ядер душ. Ядра используют для усиления экипировки, либо их можно выгодно продать, так как некоторые ядра душ стоят очень дорого. Например, в этом сезоне ядро душ Тикабы самое дорогое ядро. Большая удача получить данное ядро за прохождение испытаний в храме хаоса. Также за успешное прохождение вы сможете у алтаря активировать восхождение до 6 очков талантов включительно. Чтобы активировать все 8 очков талантов, вам нужно пройти финального босса, мастера испытаний. Для этого необходимо собрать воедино все 3 фрагмента, которые добываются с других боссов, либо вы можете купить фрагменты у Альвы. Если вы сами решите добывать фрагменты, то вам нужно проходить начертанный ультиматум на 10 испытаний. Именно в последнем 10-м испытании будет случайный босс, с которого вы получите фрагмент. Всего на протяжении 10 испытаний будет 3 босса. Они на определенной стадии появляются в случайном порядке. Нет конкретной очередности. Из-за этого вам может попадаться последний босс один и тот же много раз подряд, и вы будете получать один и тот же фрагмент. Конкретный тип фрагмента привязан к конкретному боссу. Поэтому для удобства, если вам осталось добыть последний 3-й фрагмент, лучше купить его у Альвы, чем проходить храм хаоса неопределенное количество раз. Они стоят недорого. Теперь рассмотрим самих боссов. Двое из них, Химера и Птица, легкие в прохождении. Их атаки медленные, предсказуемые, и с ними легко держать безопасную дистанцию. С этими боссами вряд ли у вас возникнут сложности даже со слабым гиром. А вот 3-й босс Качок может создать проблемы. У него есть мощные и быстрые атаки, а также стадии, где он неуязвим к вашему урону. Опасная атака в его исполнении – это когда он взлетает и начинает атаковать вас звуковой волной. Сложность состоит в том, что у звуковой волны быстрая анимация применения. Увернуться будет затруднительно, и звуковая волна имеет мощный урон. Если у вас маленький запас здоровья, то вас вынесут с одного залпа. Еще легко потерять Качка из поля зрения, если сильно разорвать с ним дистанцию. Тогда подготовиться к его звуковой волне будет вдвойне затруднительно. Из неприятного, как я говорил ранее, он может войти в стадию торнадо, где будет неуязвим. Эту стадию легко отбегать, но если вы наберете много неудобных и сложных дебафов, о которых поговорим подробнее далее, то в маленьком пространстве попадете в ловушку и, скорее всего, не сможете пережить весь этот натиск. Поэтому этого босса нужно убить как можно быстрее, чтобы он не успел перейти в свою опасную стадию. Для этого нужно иметь много урона. Финальный босс, мастер испытаний, вполне легкий в прохождении. Его атаки медленные и очевидные. У вас будет достаточно времени среагировать на любую его атаку. Главное, целенаправленно к нему не подходить вплотную. Нужно стараться держаться на безопасном расстоянии, тогда все будет хорошо. С него главной наградой в этом сезоне будет оскверненный начертанный ультиматум. Данный предмет потребует принести в жертву определенный ресурс. В случае успешного прохождения всех 10 испытаний ваше подношение удвоится, и вы разбогатеете. А если провалите испытание, то ваше подношение безвозвратно пропадет. Представляете, если получится получить такой предмет, где нужно в жертву принести 10 дивайнов. Пожалуй, только из-за этого предмета есть смысл ходить на финального босса в храме хаоса. Внимание, будьте осторожны. Каждый оскверненный ультиматум имеет случайные отрицательные эффекты. К примеру, мне выпало, что скорость атаки, сотворения чар и передвижения монстров повысится на 26%. Плюс не забывайте, что на каждой стадии прохождения испытаний вы будете выбирать дополнительно отрицательный эффект. Все это в совокупности может сложиться в силу, которой вы не сможете пройти. Давайте рассмотрим отрицательные эффекты, которые нужно выбирать при прохождении испытаний. В каждой стадии перед открытием испытания вам на выбор будут давать 3 дебафа. Все дебафы разные по степени сложности,
И есть конкретные дебафы, которые сильно ослабляют конкретного персонажа. Например, в прошлом сезоне я играл на Войне и ни в коем случае не выбирал дебаф на снижение регенерации здоровья, так как у меня был быстрый реген здоровья, и этим элементом я танковал входящий урон. Поэтому этот дебаф у меня был на первом месте в черном списке. Со временем вы поймете, какой эффект ни в коем случае не нужно брать под вашего героя. Дебафы имеют уровень сложности, некоторые из них можно выбирать повторно, но тогда их негативная сила будет усиливаться. Например, я выбрал второй уровень сложности снижения сопротивления стихий, и после этого моментально отлетел от босса Химеры, когда она атаковала меня огнем. На втором уровне мои резисты к стихиям понизились на 30%. Для моего тонкого персонажа это уже критично. Урона в меня вошло настолько много, что я не успел среагировать и прожать банку на восстановление здоровья. Или я с большим трудом выживаю от взрыва колец Рока первого уровня, которые наносят физический урон. Это с учетом, что мой персонаж 96 уровня имеет приличный запас здоровья и энергощита. Когда я выбираю второй уровень колец Рока, то пережить взрыв уже не получится. С выбором уровней сложности нужно быть осторожнее. Скорее всего, у вас будет ограниченный запас выживаемости, при котором вы сможете выдерживать вражеский напор. Ведь помимо дебафов во время испытания, вас также будут атаковать монстры. Это все нужно учитывать. Я бы выделил несколько дебафов высокой степени сложности для всех героев. Если они вам попадутся, то лучше их не активировать. Всего 3 варианта. Самый опасный дебаф — нестабильные демоны. При убийстве монстров и боссов будут появляться красные шары, которые наносят колоссальный урон и летают за вами с быстрой скоростью. Вы видите на примере, что один шар снес мне половину здоровья. А когда вы убьете пачку мобов и по каким-то причинам не можете увернуться от огромной толпы этих шаров, то даже персонаж с высоким показателем выживаемости может легко от них умереть. Еще через эти шары нельзя пройти насквозь. Если вы на бегу их заденете, то они зацепятся за вас. Коварный дебаф, когда вы убиваете босса и у вас остается малое количество здоровья. Вам нужно быть начеку, так как из босса появится шар, от которого нужно увернуться, или вы погибнете. В общем, с этим дебафом прохождение испытания хаоса будет адреналиновым. Второй дебаф по сложности я бы выделил статуи каменного взора. Тут все просто. Когда вы попадаете в их радиус, на вас накладывают окаменение, которое вас обездвиживает, и вы становитесь легкой добычей для врагов. Данный дебаф усиливает синергию всех остальных дебафов. Я как-то раз попробовал пройти испытание под эффектом нестабильные демоны и выбрал дополнительно статуи каменного взора. Одна малейшая ошибка, и я сразу провалил испытание. Тут права на ошибку нет. Нужно играть на пределе своих возможностей с этими дебафами. Третий эффект по сложности — пирамидальные лучи. Данная башня применяет кровавый луч. Луч наносит постепенный урон. Если постоять под этим лучом пару секунд, то даже банкой здоровья вы не сможете регенерироваться. Вас несет очень быстро. Данный луч будет замедлять прохождение испытания, потому что вам придется рассчитывать безопасное передвижение и тайминг вращения башни. Опять же, в совокупности с другими негативными эффектами данный луч может вас неожиданно подловить и тем самым не оставить вам шансов на выживание. Если вам попадется выбор одновременно из этих 3 жестких дебафов, то рекомендую выбирать пирамидальные лучи. От них можно уворачиваться перекатом. Шанс на успешное прохождение испытания с этим дебафом выше. Сложные негативные эффекты разобрали. Теперь давайте рассмотрим дебафы средней степени сложности. С ними проходить испытание будет легче, но расслабляться не стоит. Про кольца Рока и снижение сопротивления я вам уже рассказал.
Повторюсь только в том, что аккуратно выбирайте повышающий уровень сложности этих эффектов. Следующий неприятный дебаф – крадущаяся тень. Данный дебаф несложный. За вами будет летать медленный призрак. Если он успешно ударит вас 7 раз, то вы сразу закончите прохождение испытаний. Когда он по вам попадает, над головой вашего персонажа будет метка. Это своего рода визуальный индикатор. От призрака легко увернуться, его удар можно пропустить, если вы сосредоточены на более опасном противнике или негативном эффекте. Данный дебаф я обычно беру к концу завершения испытаний, на 7 или 8 стадии. Его можно брать хоть с самого начала, просто мне влом следить за призраком на протяжении всего прохождения испытаний. Следующий дебаф, который стоит упомянуть, это яростные боссы. Если вы с трудом переживаете один удар от босса, то этот негативный эффект не стоит вам брать. Также помните про босса качка. С этим дебафом он будет более живучим, и есть большой риск не успеть убить его до того, как он войдет в стадию полета, где будет стрелять по вам звуковыми волнами или задействует стадию неуязвимости. Если у вас мало урона или его хватает совсем впритык, то этот дебаф лучше не брать. Далее рассмотрим неприятный дебаф сердечные узы. Появляется сердце, у которого есть радиус связывания вас нитью. Если вас связали и вы попытаетесь выйти из этого, то на границе разрыва уз вы замедлитесь, а когда пересечете грань и будете вне зоны сердца, то получите оглушение. С этим дебафом, если вы активируете другие опасные эффекты, вы можете неожиданно умереть. Вам придется играть осторожно и стараться не попадаться в зону связывания. Хорошая новость в том, что у этого дебафа долгая анимация появления. Можно легко успеть выбраться из этой неприятной зоны. Следующие 3 дебафа я поставлю в один ряд. По отдельности они не опасны, но если их всех постепенно активировать во время прохождения Храма Хаоса, то можно получить мощный урон и придется начинать испытания заново. А именно, монстры имеют увеличенный шанс критического урона. Следующий дебаф – увеличение до 50% получаемого урона за определенное время и дополнительный урон хаосом от врагов по вам. Я как-то раз проходил оскверненный ультиматум. В жертву принес 20 экзальтов, дошел до предпоследней стадии и активировал 3 дебафа, которые только что перечислил. В итоге меня с криты шотнул редкий моб. Было обидно, так как я сам на расслабоне подошел к нему вплотную и дал ему возможность меня ударить. Мой персонаж такого напора не выдержал. По поводу этих дебафов хочу добавить, по возможности не активируйте следующий уровень у смертоносных монстров и хаотичных монстров. Следующий уровень дебафа – смертоносные монстры. Мобы будут всегда наносить критический урон. Это крайне опасно. Если ваш персонаж не обладает внушительным показателем выживаемости, то лучше избежать выбора данного дебафа. Или вам всегда придется убивать всех врагов на опережение, чтобы они не успели нанести по вам урон. А с усилением дебафа хаотичные монстры будет прирост дополнительного урона хаосом. Обычно у новых игроков сопротивление к хаосу слабо закрыто или вовсе не закрыто. Обратите на это внимание. Следующий дебаф – кровавые шары. Первый уровень дебафа простой, от него легко увернуться. Можно на мгновение остановиться, когда шар к вам подлетает, и после этого продолжать движение дальше. Тогда шар упадет в ту точку, где вы только что были. Или можно бесконечно бегать, и он со временем сам упадет, так как длительность полета у него ограничена по времени. Этот дебаф становится неприятным на 2-м уровне силы, когда он падает на землю. Тогда после взрыва остается кровавое пятно. Оно наносит урон, если там находиться. Бывают случаи из-за ограниченности пространства, когда вам необходимо вернуться обратно в то место, где упал шар. В такой ситуации придется впитать в себя ненужный дополнительный урон, который в совокупности от другого урона может вас похоронить. Следующий дебаф – массивная башня. Будет атаковать электрической волной по разным направлениям.
Рекомендую не стоять под ней долго, так как урон она может нанести существенный. Следующий дебаф — руны Призывателя Шторма. Мерзкие из-за того, что появляются круги на земле красного цвета, и в сражении их можно не заметить, так как много других атак и дебафов такого же цвета. Руны активируются, когда вы находитесь в их зоне долгое время. Если выбирать этот дебаф повторно, то руны на земле будут большего размера. Особую угрозу они не представляют, старайтесь не терять их из поля зрения. Последний дебаф в данной категории — устойчивые монстры. Я бы его отнес в легкую категорию, но для новых игроков, у которых маленький урон, этот негативный эффект может стать проблемой, так как монстры будут получать меньше урона от стихийных атак. Стихийные атаки — это огонь, холод, молния и хаос. Если у вас недостаточно урона, то лучше этот дебаф не активировать. Средние по сложности негативные эффекты рассмотрели. Все оставшиеся дебафы, которые я не упомянул, можно смело отнести в легкую категорию. Нет смысла их детально разбирать. Если вы их встречаете, то можете спокойно активировать. Что еще нужно знать о Храме Хаоса? Смотрите, если вы не уверены, что сможете закончить полностью прохождение ультиматума, то вы можете его прекратить на любой стадии и забрать награды. Для этого перед активацией следующего испытания нужно зайти в меню сундука и нажать кнопку «Взять награду». В последнем обновлении изменили награды за прохождение испытаний. Теперь есть вероятность случайно получить валюту разного типа. Я вот как-то раз получил Divine. С этими изменениями фармить Храм Хаоса стало более выгодно. Вы будете проходить разные испытания. Просто убить монстров на локации – самый легкий вариант из всех. Далее вам нужно будет продержаться определенное время. По истечению времени все враги моментально пропадают. Следующее испытание – убить монстров в ритуальном круге. Здесь будут постепенно появляться враги. Их вы убиваете, и так нужно сделать 3 раза в 3 кругах. На следующем испытании нужно активировать 3 механизма. Для этого нужно принести ядра. Пока вы несете ядро, вы будете получать постепенный нарастающий урон, и возле вас будут появляться монстры. Последнее испытание – мое самое нелюбимое. Нужно сопровождать идола. Если активировать много сложных дебафов, то это испытание затянется по времени. А хочется пробежать все этапы быстро. Вы будете проходить испытания после второй комнаты в случайном порядке. Первые 2 испытания всегда одинаковы. Может быть, на всем протяжении ультиматума 1 или 2 испытания из тех, что я сейчас перечислял, вам вовсе не попадется. Такое тоже может быть. Мой гайд подошел к концу. Мне приятно, что вы его досмотрели до конца. Уверен, моя информация вам пригодится. Что разум человека может постигнуть и во что он может поверить, того он способен достичь. Всего хорошего!